От пациентки КРН Синистрей 3 стрит состояние после лапароскопической нефректомии слева. М с придатками, яичниками от 24 октября 2017 года. Гепатоцеллюлярная аденома. Резекция печени Ви-сегмента 27 октября 2017 года. Генерализация июль 2018 год. МТС в легкие Л у средостения. Таргетная терапия сунитинип 1 курс. Терапия сарафенибом от сентября 2018 года по октябрь 2020 года. Прогрессирование на фоне таргетной терапии. МТС в правый надпочечник. Терапия эверолимус с ноября 2020 года по май 2021 года 6 курсов, непереносимость. Иммунотерапия ниволумаб июль 2021 год. По май 2022 год. 12 курсов. С июня 2022 год лекарства не получала. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 52 лет. Дата исследования 14 сентября 2022 года. Область исследования – органы брюшной полости и забрюшинного пространства печени, положение и форма обычные, контур ровный, 187 мм, круг 89 мм, ранее 201 и 101 мм соответственно. МР-структура печени однородна. В С7 сохраняется ранее описанный субкапсулярный очаг размером 30 на 16 на 27 мм, ранее 31 на 15 на 24 мм, накапливающий контраст в отсроченную фазу сканирования, коэффициент Диффузии в нем повышен. Контуры четкие, ровные, структура паренхимы однородная, внутрипеченочная сосудистая и билиарная сети не расширены. Структуры ворот печени дифференцированы. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Холедах прослеживается на всем протяжении, не расширен до 5 мм, структура в его просвете однородная. Желчный пузырь, обычных размеров, формы и положения. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Поджелудочная железа не увеличена. Контуры четкие, ровные. МР-структура поджелудочной железы диффузно неоднородна. Очаги патологического сигнала не выявлены. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована. Вирсунгов проток не расширен, 2 мм. Селезенка расположена обычно, правильной формы. В размерах не увеличена. Правый надпочечник, преимущественно медиальная ножка утолщена до 7 мм. В меньшей степени латеральная ножка и тело, накопление контраста в нем достаточно равномерное. Надпочечник слева, обычных размеров формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. Правый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Левая почка удалена, в ее ложе объемные образования не выявлены. При выполнении DWI, другие участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. Другие очаги патологической васкуляризации не выявлены. Заключение – состояние после левосторонней нефректомии. МР-картина единичного очага в печени, участок фиброза, гипотомегалии. Состояние после резекции правой доли печени, липоматоза поджелудочной железы, увеличение размеров правого надпочечника, более. Вероятно, гиперплазия. В целом МР-картина без существенной динамики от МРТ 23 марта 2022 года. 17 сентября 2022 года доцент кафедры М.Н. Котов М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в целом результаты хорошие, какой-то динамики с мартовского исследования нет. Очаг в печени, скорее всего, участок фиброза не растет. Надпочечник справа также не изменился и других подозрительных очагов нет.